Меня зовут Галина, по ту сторону камеры Татьяна. Привет всем! Да, вот, мы составляем ударную команду Burgundy Wine Tour. Еще у нас есть подруга Саша, которая помогает нам из Киева. Мы здесь организовываем энотуристические туры, энотуристические гастрономические туры. Саша организовывает в Киеве дегустации бургундских вин. Мы планируем расширять нашу географию. Вот. И что я хочу сказать? В общем, да, мы хотим вам передать то, как мы видим Бургундию, то, как она нам нравится, рассказать, а главное показать вам то, что нам кажется очень красивым, и как бы взрастить в вас желание приехать сюда, в Бургундию, и посмотреть на Бургундию нашими глазами. Не слышно. А сейчас слышно? Спроси, ребята, а сейчас слышно? Ребята, не слышно, не слышно, не слышно. Что же эти наушники айподовские нас подводят? Ты можешь чуть-чуть ниже опустить? Так. А слышно вам? Сейчас слышно, ребята? Ребята, спрашивай. Слышно? Слышно чудесно. Чудесно, слышно. Сейчас уже слышно? Да. Интересно. Все. Хорошо. Ладно. Слышно. Я не знаю, слышно ли было то, что я говорила перед этим, но главная мысль в том, что мы хотим вам показать Бургундию так, как видим ее мы. И поэтому мы решили первую остановку сделать вот здесь, в деревне, в обыкновенной бургундской деревне. Почему? Потому что для нас энотуризм — это даже не вина, а прежде всего это люди, которые делают эти вина. То есть, конечно, интересно поехать на виноградник и посмотреть, где растет виноград, из которого сделали ваше любимое вино, и это очень важно. Но не менее интересно посмотреть, как живут люди, которые делают это вино. Поэтому, говорю, на роль обычной бургундской деревни мы решили выбрать обычную бургундскую деревню, то есть потому что она не считается ни самой красивой, ни самой богатой и известной эта деревня. Эта деревня называется Марсенеля-Кот. Показать ее. Это первая деревня по дороге из Дижона на юг, по дороге Гран-Крю. Ну, что о ней сказать? Деревня себе да и деревня, но, наверное, просто все-таки много чего есть в этой деревне такого, чего нет в наших деревнях. Вот вы можете собственными глазами посмотреть, насколько отличается это все. Как и во всех бургундских деревнях, да и во всех французских деревнях, здесь есть церковь. Церковь, кстати, 19 века, то есть как бы ничего интересного по сравнению с церквями 12-13 века, которые здесь есть, как бы, но все равно красиво, да? Возле церкви, конечно же, есть кафе, бар. К сожалению, сейчас, поскольку не все карантинные меры еще сняты, бар не работает. Сейчас мы подойдем, посмотрим, что там, как он выглядит. Дождик идет. Таня, как тебе кажется, что отличает французскую деревню от украинской, российской? Прежде всего, я вижу здесь чистоту. Чистоту и порядок. Все спокойно занимаются своими делами. У всех обычный рабочий день. Каждый выходит выпить кофе, купить утренний круассан или багет. Ну и, наверное, отсутствие... Ну и посмотри, нету так много зелени, да, как бы вот по сравнению с нашими, у нас в основном такие отдельные дома, да. Правда. Даже в центре, и, ну, даже возле церкви. А здесь все каменное. Вот это меня всегда поражало, что даже маленькая деревня, самый центр, он весь выложен камнем. Это, наверное, средневековье, ну, связано с этим средневековьем, потому что средневековье во Франции было другим, чем у нас, в наших краях. Давайте посмотрим, что тут. Бар закрыт, но тем не менее можно купить сигареты. Кстати, кто не знает, в Франции сигареты можно купить только в таких местах, где написано табак. Там это как бы такой киоск, там продают свежую прессу, сигареты, какие-то другие мелочи. Вот, поэтому все устремляются с утра. Много любителей покурить, все устремляются сюда купить. Кое-кто пропускает еще и стаканчик даже с самого утра. Но вина, никак уж не тяжелых напитков. Вы можете здесь перед рабочим днем заказать себе чашечку кофе, ну, в обычные, да? Вот сейчас написано, что кофе и другие напитки можно только на вынос. Пойдем дальше. Вот посмотрите.
gens à l'étranger, comment ça passe ici après le confinement. Смотрите, вон, там уже видно виноградники. То есть это все-таки винодельческая деревня, мы не соврали. Вот эти виноградники. Крутой склон, как мы видим. Этот склон называется Кот-Дор. Ну, об этом я расскажу чуть-чуть попозже, когда мы подъедем ближе и впритык, так сказать, посмотрим на главное золото Золотого берега, главное сокровище. Смотри, красивые мозаики на церкви. Так, ну что, идемте чуть дальше. Значит, это село Максамеля-Кот. Это фактически первое село, деревня, фактически первая, я бы сказала, по дороге на юг. Она открывает собой Золотой берег. Она довольно большая, здесь проживает 5000 человек, что в принципе для французских деревень, здесь бургундских, это очень много. Вот, посмотрите, Генпублик рекламирует, Генпублик это местная газета, где мы узнаем новости. Буланжери, посмотреть, какие у них есть, буланжери, как сказать, Вкусности, сладости, круассаны. да, вот это, выпечка, свежая выпечка это называется. Нужно обязательно. А у нас мы вообще есть в эфире, потому что есть, да? Да? Так, я одеваю маску. Oui, on est... Pas de souci, on va chacun son tour, je sais pas comment faire. Je vais demander. Ouais. No leaf. Nous sommes, donc nous voudrons faire un stream par Instagram pour montrer les modèles que vous avez. Ah oui, pas de souci. Ça c'est avant de... Когда я делаю эту маску, не знаю, как люди ходят. Ну, я начинаю со сладостей снимать. Но самое что... Vous avez pas le pain au chocolat? J'en ai plus, madame, je suis désolée. J'ai des roulés chocolat par contre, si vous voulez. Et c'est quoi les viennoiseries les plus achetées ici? Ah, bah c'est des croissants nature et pain au chocolat. Видите, больше всего покупают круассаны и пан au chocolat. Покажи, пан au chocolat уже нету, а круассаны еще есть. Давай. Bonjour, madame. Moi, s'il vous plaît, 2 croissants et un pain au raisin. Un pain au raisin, oui. Oui. Oui, un pain au raisin et 2 Oui, croissants. Так, лично я больше всего люблю с изюмом. Non, si, tu peux. Alors, un pain au raisin et 2 nature. Ça fait pauvre, s'il vous plaît. Tenez, par ici, excusez-moi, 20, 17. Et voici. Merci beaucoup. C'est moi. Bah, je vous souhaite une bonne journée, bon Merci, courage. au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Значит, я хочу вам рассказать о том, что такое дорога Гран-Крю. Мы отправимся с вами в путешествие по дороге Гран-Крю. Значит, эта дорога Гран-Крю – это первая винная дорога во Франции. И, кстати, это благодаря этой дороге вообще возник энотуризм. Вы знаешь, Таня, что именно здесь возник энотуризм? Правда? Что такое энотуризм?
объектом энотуризма является вино и все с ним связанное. Посещение винных подвалов, посещение виноградников, какие-то дегустации, да? Что такое винная дорога? Винная дорога – это специально разработанный маршрут, который пролегает как раз по всем этим местам, винным местам. Вот. Дорога Гран-Крю – это туристический маршрут, который пролегает по департаменту Кот-d'Or. Он начинается, заканчивается на севере в Дижоне, крайняя точка, крайняя южная точка, небольшое село Сен-Тене, у самой границы департамента Кот-d'Or. Власти департамента решили, что надо нам как-то привлекать туристов, привлекать людей, чтобы они приезжали к нам, пробовали наши вина и покупали их, и организовали такой туристический маршрут. Как ты думаешь, Таня, в каком году был организован этот маршрут? Ну, примерно, ну что? Ну, я думаю, лет 50, как минимум 60 назад. Ну, ты недалека, но это даже больше, потому что первый маршрут был организован, первый, то есть Гран-Крю, дорога Гран-Крю была организована в 1937 году. В 1937 году. То есть сейчас, и кстати, я прочитала, что решение было принято 14 мая. То есть сегодня у нас 13 мая, фактически мы празднуем юбилей, это 83 года. Здорово. Вообще энотуризму во Франции Здорово. И в мире, да? Вот, посмотрите. Значит, нам нужно пойти в ресторан и отпраздновать это. Потом, да. Вот тут есть памятник, который как бы... ну, на самом деле, очень много сильно не надо было делать тогдашнему руководству Кот-d'Or, да? Потому что дорога уже есть, не то, что это прокладывается. Она тут существовала давным-давно, и она шла как раз мимо винодельческих сел и мимо виноградников. То есть фактически единственное, что они сделали, они расставили красивые указатели, того, там, где какие виноделы. Вот посмотри, кстати, на том доме, да, у нас есть табличка, где написано разные винодельни, имена виноделов, да, и вот стрелочка туда-сюда, то есть ты подъезжаешь, ты можешь, если ты уже знаешь, кому ты хочешь проехать, у тебя есть указатель, ты поворачиваешь туда или сюда. То есть все хорошо, очень продумано. С этими виноделами не договорились, как бы тут такая организованная система. В офисе туризма вы всегда можете зайти туда и бесплатно взять карту с этой дорогой. Значит, на дороге Гран-Крю, которая протяжностью примерно на 60 километров, есть 37 сел, которые стоит посетить, и в каждом есть какая-то история, да? И есть два города, это Дижон и Бон. То есть, в принципе, дорога начинается в Дижоне, поскольку там виноградников нет, мы все-таки решили начать ее здесь. Вот. Ну, это как бы пока это все, что я хотела рассказать сейчас. Сейчас мы сядем в машину, подъедем непосредственно к винограднику. Увидимся минут через 15, наверное, да? Чтобы расскажем вам уже непосредственно место, что там делается сейчас с виноградными, как растет виноград. Ну что ж, тогда вперед!